Здравствуйте, уважаемые рукодельницы! В данном видео расскажу, как можно использовать запасы вот своих таких маленьких клубочков и что из них можно связать. В работе у меня вот такие маленькие клубочки. Это Yarnart Jeans, 50% хлопок, 50 акрил. Вы же можете использовать любую свою пряжу. Начинаем вязать красоту. Итак, в работе у меня будет крючок номер 2,5. Вязать мы будем мотив, разноцветный мотив. Вязать можно любого размера, из любых цветов, из любой пряжи. Делаем кольцо. Вытянули, провязали первую воздушную петлю. Сюда же в кольцо провязываем столбик без накида, 2 воздушные петли. То есть формируем 4 грани нашего мотива. Столбик без накида, 2 воздушные петли. Подтянем немножко наше кольцо. Столбик без накида, 2 петли и столбик без накида. Стягиваем колечко. И смотрите, далее мы будем менять наши цвета, поэтому закрывать будем вот таким вот образом. Делаем накид и в нашу первую косичку 3 петли на крючке. Закрываем белым цветом и в кольцо провязываем столбик без накида, половинку угла сформировали, и далее по прямой над каждым столбиком без накида предыдущего ряда мы провязываем столбик, а угол формируем столбик без накида, 2 воздушные петли и столбик без накида. Так, снова над столбиком без накида предыдущего ряда столбик без накида и наши углы. То есть, если в первом ряду у нас каждая грань состояла из одного столбика без накида, то за счет угловых прибавок каждый ряд во втором ряду увеличивается на 2. То есть теперь каждая грань состоит из 3 столбиков без накида. Этот бежевый я сейчас обрежу, потому что у меня будут чередоваться разные цвета, и хвостики обрежу. Итак, провязываем второй ряд. Третий и четвертый ряд у нас тоже будет такого светлого цвета. А уже с 5-го ряда начну формировать узор. Так. Провязываем и заканчиваем вязать наш угол. Провязали сюда еще один столбик. Делаем накид. 3 петли на крючке. Закрыли, вытянули петлю. Идем в угол и провязываем первую угловую петлю. Следующий ряд мы тоже вяжем светлым цветом, и он уже у нас должен быть за счет угловых столбиков 5 столбиков без накида. Так, угол, как всегда, столбик без накида, 2 воздушные петли и столбик без накида. И по прямой 3 столбика. Вот по прямой мы вяжем 3 столбика, и за счет 2 угловых у нас получается каждая сторона по 5 столбиков без накида. Сейчас провяжем еще один ряд белым цветом. Так, довязываем вот эту грань, половинку этой. Так, осталось половину угла довязать. Снова переходим на новый ряд. 3 петли. И в угол мы провязываем столбик без накида. По прямой вяжем 5 столбиков без накида. То есть здесь каждая грань уже за счет угловых будет 7 столбиков без накида. Каждая грань с каждым рядом увеличивается на 2 столбика. 2 воздушные петли, столбик без накида и по прямой 5 столбиков.
Так, довязываем 2 грани и будем переходить на другой цвет и формировать уже, делать красивым наш мотив. Итак, довязываем оставшуюся половинку угла, делаем накид, заходим под косичку, 3 петли на крючке и вводим сейчас другой цвет. Я возьму зеленый. Заходим, провязываем первый столбик. Раз столбик провязали. Далее под следующую косичку у нас идет второй столбик без накида и третий столбик. Когда провязали первый угловой, второй и третий, смотрите, что мы делаем. Мы идем в основании 1, 2, 3, 4 ряда и вытягиваем вот такую длинную петлю. Далее 1, 2, на 2 ряда ниже мы спускаемся, протягиваем петельку еще длиннее, мы вот так вот пальчиками их формируем и снова петельку покороче. Так, и до конца ряда мы провязываем 1, 2 и угол, столбик без накида, 2 воздушные, столбик без накида. Так, обрежу хвостики и перейдем на следующую сторону. Итак, опять же, угловая петля у нас провязана, провязываем вторую и третью и снова формируем вот такие длинные вытянутые петли. Так, в основании 4 ряда, в основании 3 ряда, то есть петля подлиннее. Так, петли делаем красивыми, снова петля покороче, и до конца ряда 3 столбика без накида, это с учетом углового столбика. Так, вот эти 2 грани провяжите самостоятельно. Итак, довязываем этот ряд. Еще 2 ряда провяжем зеленого цвета, но не будем делать удлиненные петли. Просто провяжем столбиками без накида. По такому же принципу, что каждый ряд у нас увеличивается за счет угловых столбиков без накида на 2 столбика. То есть просто по прямой. Раз. Вот провязываем вот этот ряд и еще один ряд. Я вам покажу, как перейти еще на новый цвет и как с новым цветом делать волны. Итак, смотрите, зеленым цветом я провязала 1 ряд с волнами и 2 обычных ряда, которые, грани которых увеличивались за счет угловых столбиков. Теперь перейду на другой цвет. Так, 3 петли, беру вот такой маленький клубочек у меня, оранжевый цвет. Думаю, что будет очень красиво сочетание таких цветов. И опять же мы провязываем, формируем половинку угла, то есть провязали столбик угловой, второй столбик без накида и третий столбик. И начинаем опять же делать вот эти наши волны. Да? Сначала идем в основание предыдущего ряда, петельку поправляем, потом 2 ряда вниз мы спускаемся и делаем длинную петлю. И снова. То есть здесь такой принцип, что до волн и до новой волны у нас по 3 столбика. Смотрите, здесь 3 столбика, провязали волны. Здесь уже мы формируем, но на каждой грани 2 волны. 3 столбика без накида и формируем вторую волну.
Так, здесь мы сделали и до провязываем до конца этой грани, да, 3 столбика без накида. Вот 2 воздушные петли и переходим снова 1 угловой столбик, 2, 3 и формируем снова наши волны. Смотрите, чтобы полотно было не стянутым. Раз, два, три. И снова у нас идет вот здесь волна. То же самое сделайте 2 грани. Так, все, я думаю, что достаточно будет. 2 воздушные петли и закрываем наш ряд. Воздушная петелька, все, обрезаем нить. Так, я сейчас пойду их разглажу, спрячу хвостики. Смотрите, если будете вязать очень большие квадраты, то, конечно, ваши углы могут пойти в сторону, потому что здесь мы вяжем только столбиками без накида квадрат. И квадрат не всегда в таких случаях может быть ровным. Поэтому для маленьких мотивов это отличный вариант. Вот такой размер. Можно еще больше связать, у вас квадрат не будет косить. Сейчас пройдусь паром, покажу. Итак, вот как выглядят маленькие квадратики. Даже могу сказать размер, какой у этих маленьких квадратиков. Так, квадратики получились у меня 7 на 7 сантиметров. Да, рекомендую, ну, больше там 8-9 еще можно сделать, больше не надо делать, потому что реально будет косить немного полотно. А в таком варианте они легко соединяются между собой. Варианты соединения я оставлю в описании под роликом. Вывязать можно все свои остатки, то есть сделать яркий цветной плед или наволочку на подушку, либо же украсить одежду. Знаете, как делают иногда из джинсовой куртки и сзади вот такие красивые мотивы, либо из этих мотивов сделан рукав. Поэтому вот куда можно девать ваши маленькие клубочки. Если вам нравится такой вариант, ставьте, пожалуйста, лайки. Ну и все, всем пока-пока.